Почему с Ливаном Сагинашвили будет бороться Джерри Кадеретти, а не Виталий Лалитин? Каким будет противостояние в сетке турнира AMC между Олегом Черкасовым и Аланом Залоевым? Справится ли Иван Матюшенко с молниеносным стартом Алижана Муратова? Тяжело мне будет бороться, наверное, с ним. Есть ли шансы у Зураба Тавберидзе против Ильдара Бубенко? Чей крюк окажется сильнее, Сергея Богословова или Марата Айбазова? Каким будет дебют на Ист-Вест Георгия Таутиева против Иракли Зиракашвили? Легко ли пройдет Сармат Дигуров в Аликое Чкити? И как пройдет первый армфайт между спортсменами с ограниченными возможностями на крупнейшем фестивале спорта Big Peter Sport Show? Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Лично для меня поединок между Аланом Залоевым и Олегом Черкасовым будет одним из самых интересных противостояний в сетке предстоящего турнира AMC, который пройдет уже 24 августа в Краснодаре. Оба спортсмена являются чемпионами Лиги AMC и оба любители бороться в крюк. Оба спортсмена без особых сложностей победили Артура Макарова. Спортсмены в принципе равны по мастерству и по силовым показателям, но думаю, фаворитом в этом противостоянии все-таки будет Алан. Потому что он выйдет сверхмотивированным после проигрыша Даниэлю Прокопчуку. Мы все с вами помним, как это было. Залоев тогда сказал, что армфайт с Даниэлем указал ему на его слабые стороны, над которыми он и будет работать. И кто знает, может быть, мы увидим от Алана несвойственную для него борьбу верхом, к которой Черкасов будет не готов. Но что можно сказать со стопроцентной уверенностью, так это то, что Залоев привезет в Краснодар обновленную версию себя. Хотя армфайт Черкасова с Прокопчуком, мне кажется, был бы еще более интересен. Напишите в комментариях, кого вы видите фаворитом данного противостояния. На турнире Лиги AMC в этот раз запланировано 3 армфайта. Ильдар Бубенко встретится с грузинским чемпионом Зурабом Тавберидзе. Почти все эксперты считают безоговорочным фаворитом поединка Ильдара. Во-первых, Зураб проиграл свой крайний поединок на Ист-Вест, да и после травмы, которую Тавберидзе получил в борьбе с Дзамбулатом Цуаревым, прошло, на мой взгляд, все-таки не так много времени для того, чтобы грузинский чемпион мог бы полноценно восстановиться. Хотя сам Зураб считает, что на Ист-Вест он просто не был готов бороться в 105-й категории. А здесь для него комфортная весовая категория, и он должен показать конкурентную борьбу, которую, например, он показал в поединке с Артемом Тайновым на прошлых турнирах AMC. Армфайт между Сарматом Дигуровым и Валикое Чкити обещает быть не менее интересным. На прошлом турнире AMC Сармат одержал победу, но там все было не так однозначно. У Валикое Чкити был затяжной поединок с Виктором Шевеленко, который отнял у грузинского спортсмена много сил. И при встрече с Сарматом Валико был уже не так свеж. И Чкити попытался сорваться, но Дигуров прочитал это и не дал ему это сделать, припечатав руку соперника к подушке. Как будет проходить поединок, когда оба спортсмена будут свежими, предположить, на мой взгляд, невозможно, но то, что будет интересно, это 100%. Чей крюк окажется сильнее, Сергея Богословова или Марата Айбазова? Некоторые наши эксперты вообще считают, что никакой зарубы ни в крюк, ни верхом вообще не будет. Сергей просто не сможет остановить мощный старт Марата.
Хотя я почему-то верю в Сергея, армфайт это все-таки не сетка. Тут с каждым раундом старт становится медленнее и медленнее. Вот чего-чего, а выносливости Сергею не занимать. А как вы думаете, кто победит в этом поединке? Напишите в комментариях. За вторым столом победу одерживает Айбазов Марат. Как вы думаете, справится ли Иван Матюшенко с молниеносным стартом Алижана Муратова? Иван говорил в интервью нашему каналу, что его борьба и Алижана очень похожа, а бороться со своей тенью не так-то просто. Какие мысли насчет Алижана? Ну, такой очень сильный, взрывной спортсмен. Чем-то похож, его борьба на мою похожа чем-то. Тяжело мне будет бороться, наверное, с ним. По технике, ну, у нас схожая техника, в общем, кто сильнее, тот и выиграет. Вот, я не уверен, что я его сильнее на данный момент, но, опять же, надо бороться будет, проверить. Я, кстати, не помню, чтобы казахский рукоборец кому-то проигрывал за последнее время. С другой стороны, поединок Матюшенко и Морозова показал, что Ивану по силам любой соперник, если против него не сыграет злосчастные фолы. На мой взгляд, поединок не будет проходить в одну калитку, а как считаете вы? Напишите в комментариях. Каким будет дебют на Ист-Вест Георгия Таутиева против Иракли Зиракашвили? Я считаю сложным. Иракли очень мощный. Осетинскому спортсмену очень непросто будет пройти грузинского чемпиона своим коронным движением через верх. На мой взгляд, здесь нужно будет придумывать что-то новое, иметь несколько запасных вариантов. Но победить Зиракашвили Таутиева, думаю, вполне по силам. Тем более, если в углу Георгия будет опытный Хаджимурат Залоев. Если не согласны со мной, напишите в комментариях. Почему с Ливаном Сагинашвили будет бороться Джерри Кадеретти, а не Виталий Лалитин? Да очень просто, потому что Кадеретти сенсационно победил спортсмена из Польши Алекса Курдечу. Вот кто бы мог предположить такой исход? Да, наверное, никто. Алекс не справился с мощным движением в трицепс Джерри, и теперь Кадеретти встретится с Ливаном. А Виталию достанется другой соперник, которого мы скоро узнаем. Кто, по-вашему, это мог бы быть? В октябре нас ждет еще одно знаковое событие. Ваш покорный слуга, то бишь я, Зинятуллин Руслан, тряхну стариной, попробую составить конкуренцию молодому спортсмену из Московской области, Ивану Алексееву. Впервые армфайт среди спортсменов-инвалидов пройдет в рамках спортивного фестиваля спорта Big Peter Sport Show. Мы уже боролись с Иваном, и по схваткам у нас счет 1-1, и в этот раз мы выясним, кто же на самом деле сильнее. Поединок имеет колоссальное значение для всего нашего сообщества. Мы хотим показать, что соревнования среди инвалидов нужно проводить чаще и широко освещать в СМИ. Если придерживаешься такого же мнения, помоги нам воплотить этот проект в жизнь. Нужны средства на призы спортсменам, проезд, оплату гостиницы и питания. Денежные средства можно отправить по телефону, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помни, сегодня ты помог кому-то, а завтра помогут тебе. На этом все, друзья. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И поделись этим роликом у себя на страничке в социальных сетях, это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик.